школьники страны. Они привезли в Россию ветер перемен, а увезли красивую девушку Таню из Сибири. Сегодня русская жена солиста Scorpions впервые расскажет, как полюбить заграничную суперзвезду и все-таки добиться своего счастья. По улочкам маленького Ганновера, что на севере Германии, эти трое друзей в черной коже шагают уверенно, как когда-то по широким проспектам далекой Москвы. И ветер перемен снова в лицо. Я родился в Ганновере, настоящий ганноверский парень. И я тоже. А я из Зальцштетта, там всего 10 тысяч населения. Больше 20 лет назад немецкие рокеры Scorpions первыми прорвали железный занавес и подарили Советскому Союзу новую музыку, кожаные куртки, прозванные в народе косухами, и, конечно, свободу. Мы говорили, наши родители приходили с ружьями, мы пришли с гитарами. Солдаты Красной Армии стояли в оцеплении на концерте, но потом стали бросать свои фуражки и мундиры в воздух и стали одним целым со зрителями. Так начался их роман с этой загадочной Русланд и продолжается до сих пор. Алтай – это потрясающе. Они ехали в Союз играть западный тяжелый рок, но домой вернулись другими. И кто знает, может, именно загадочная русская душа вдохновила Scorpions на романтичные баллады. It's written down inside your heart. На часах нет и 4, а они уже заворачивают в бар. Попробовать чего-нибудь das ist fantastisch. Scorpions is no was das Deutsche. И сразу всем понятно, эти немецкие парни, хоть они и суперстар, но уже давно научились отдыхать с русским размахом. И кажется, сегодня им нечего желать и не о чем жалеть. Но солист Клаус Майне все-таки вспомнит, как когда-то мог в один миг потерять и блестящую карьеру, и славу, и деньги, и свои лучшие песни. Я почувствовал, что что-то не так с моим голосом. Врачи сказали, что нужна операция. Я мог на всю жизнь остаться немым. После немецких 100 грамм они уже спешат Арбайтен. И только блондин Рудольф на минуту задержится, ведь ему так нужно сделать этот важный звонок. Алло, Таня, ты где, mein Liebe? Эта троица уже 40 лет живые памятники, и каждая деталь вошла в историю. И фирменная шапочка Клауса Майне, и куртки с черепами, и ослепительная улыбка Рудольфа. Все на уровне и никаких перемен. Вот только 7 лет назад основатель Scorpions-гитарист Рудольф Шенкер всех удивил. Мы с Таней вместе уже 7 лет, и это потрясающая жизнь. Ну, значит, вы уже русский. Да, скорее всего, так и есть. Теперь на гастролях в Америке Клаусу всегда говорят, что блондин, то есть я, смахивает на русского. Юная блондинка Таня уже 7 лет liebe Frau рокера Рудольфа. Ради нее он после 35 лет брака развелся с женой. Внезапно это все прошло, закончилось, они развелись, и ребята просто не могли поверить. И когда в 80-е Scorpions пели о Москве, гуляли по Красной площади и встречались с Горбачевым, Рудольф и не подозревал, что эта далекая Россия станет ему настолько родной. Мне было так сложно это выучить. Таня хочет, чтобы я говорил по-русски, но я так занят. Но родная – это очень важно. Через 2 недели их снова встретит Москва, и, как всегда, с распростертыми объятиями. Но в далеком 88-м поездка в эту загадочную страну очень настораживала и даже пугала. Ребята, вы прорветесь, потому что в Союзе новый отличный президент Горбачев. А там, в Советском Союзе, их уже ждали толпы фанатов. Советские рабочие парни ударно выучили эти модные «Rhythm of Love». The rhythm of love is the heartbeat of my soul. И даже научили заезжих скорпионов нашим русским мотивам. Эй, юхнем, еще разик, еще раз. Yeah.
Сюда, в самое сердце России, музыканты из Scorpions привезли когда-то этот западный глоток свободы. Они первые ощутили этот ветер перемен и спели о том, что Москва и Берлин стали близки как братья, а то, что раньше было непреодолимой стеной, сегодня просто сувенир. Услышав эти модные слова «перестройка» и «гласность», Клаус Майне написал свой главный хит. Он и сегодня помнит, как исполнял его перед товарищем Горбачевым. Scorpions стали единственной группой в истории, побывавшей в гостях у советского президента. Музыканты просто не могли поверить. Сам Михаил Горбачев беседовал с ними целый час. «Я помню», — сказал ему, — «когда мы были детьми, мы видели, как Хрущев стучал ботинком по столу в ООН, и весь мир был в шоке. И Горбачев нам ответил: так ведь это был рок-н-ролл». Советский президент не зря так полюбил этот «Wind of Change». Через несколько лет песню назовут саундтреком к перестройке. После советского триумфа неугомонные рокеры вот уже 20 лет любят заходить в этот бар, пропустить по стаканчику русской водки. Что, для водки рановато? Да нет, нормально. Давайте водку. Специально для вас, ребят. И только после 100 грамм для немецкой души Клаус разоткровенничается. Его карьера в Scorpions могла закончиться, едва начавшись. В 80-е певец внезапно начал терять голос. 2 тяжелейших операции на связках, и врачи говорили, о вокале он может забыть навсегда. Я заново учился говорить, ездил к ребятам на студию и писал им записки. Но нового солиста искать не стали. Именно тогда Клаус Майне понял, чего стоит эта немецкая рокерская дружба. Когда я потерял голос, они могли найти нового вокалиста, но Рудольф сказал мне: даже не думай, без вариантов, мы ждем тебя, и ты должен пахать, чтобы твой голос вернулся. Feel the vibration, the anticipation. Теперь в родном Ганновере для них все такое маленькое и провинциальное. В лучшем ресторане шеф-повар вытянется по струнке и сам примет заказ. Так это ваш город, да? Да, мэр, рестораны, здесь уже давно все наше. И эти баварские сосиски с традиционной немецкой уткой уже не так вкусны, как русская еда. Любим русскую еду. Солянка, борщ, икра, курица. После обеда они отправятся на любимую с юности дискотеку. И даже сегодня, когда они стали суперстар, Scorpions не прочь позажигать под новые модные мотивы. Это самая маленькая дискотека в мире, но Scorpions умудряется зажигать и здесь. Я танцевала с Рудольфом Шенкером, даже не верится. Но обаятельный блондин Рудольф не может долго веселиться, не вспомнив о своей любимой. Таня стояла здесь, смотрела по сторонам. А где танцпол? Я говорю, ты стоишь в центре танцпола.